Ну вот, друзья, вот вам и прекрасный город Кисловодск. That shit to make them all go dummy. Now I got bready, I want some from me. Doing like pros, man, I told them it is money. And I own my own bars, just like it's always sunny. Вот как часто приходится вот так вот ездить? Короче, сегодня в роли фотографа. Так каждый день с Хамзатом двигаемся. Часто вот По так городу. люди подходят? В таких местах очень часто. Да? Так мы ночью двигаемся. Проверяете перед фотографиями? Человек обязательно надо проверить на колющие, режущие вещества, там всякие по-разному. Все, что нас может кто-то не любит, все возможно. На чеку. Двойка, резко на ходу. Ладно. Все, спасибо. Народ отдыхает, воздух свежайший, именно свежайший. Климат, пожалуйста. Слушай, Рустам, ну здесь вот тренироваться вообще, в принципе, для спортсмена как будто все готово, да? Ну, да, это место, короче, это не самое главное. Там вверху у нас база. Мы сейчас сюда отправляемся? Да, сейчас туда отправляемся. Рядом с базой есть у нас лошади. Ага. Лошади, да? Лошади, точнее. Лошади, да, как бы. Будем Да, друг на друга... чеченском сказал. Лошади, ударение, да. И туда, там, сегодня воскресенье, Ага. день отдыха, чуть. Разгрузка, можно так сказать. Отлично. Сейчас, Для вот, тебя пожалуйста, смотри, река, Ольховка. Знакомая, да, Ольхова? Ольховочка. Да, но тут все из команды на каких-то страшных машинах ездят, какие-то угрожающие машины у всех. Мужики! Я сказал тебе, с нами двигайся, но ты не захотел. Брат, я лучше на лошадях покатаюсь, чем с вами. Опасные вы, ребята. Друзья, ситуация следующая. Хамзат позвонил, говорит, купите, пожалуйста, мясо по дороге. Сделаем сегодня некий такой барбекю, что-то там устроим. Шашлыки там и так далее. Проехали все магазины, я этот момент не снимал. Ну не было, Рустам, ну не было, скажи. Нигде мяса не было. Приехали на рынок и с вами отправляемся на этот рынок. Так, друзья, я у центрального рынка города Кисловодск. Задание такое: найти мясо. Мясо, халяль, стейки, ребрышки. Ну и что ты машешь там? Подождите, пожалуйста, что ты машешь? Ладно, у меня времени нету, попозже с ним разберусь. В общем, идем на рынок. Ой-ой-ой, ребята, вот если вы не пробовали горячие хачины, вы, получается, вообще ничего не пробовали. Я это смело вам заявляю. Вот, в принципе, мы и нашли то, что нам нужно. Друзья, мы приехали домой к Хамзату. Я не знаю, конечно, здесь прям не видно цвет неба, но он очень потрясающий. Отправляемся на задний двор. Это же не постанова была, ты же. Боксируют на мясо, друзья. Стейк, майк, туда-сюда. Брат, главный дирижер я. Кто еще раз? Говорю, главный дирижер я, мне надо. Главный дирижер, я правильно понимаю. Просто- Он боксирует на просто- мясо, а ты дирижер мяса, я правильно понимаю? Мужики, я вы в просто курсе, что его шея. просто готовить надо? Ну, Я просто шея. ты просто шея. Я вас понял. Настроение присутствует, юмор всегда на высоте, мужик. Такс. Ну что, кто сегодня отвечает за мяско? Я, брат, я обычно делаю. Да? Да, я. Да. У тебя medium well или Ну я полную прожарку люблю. полную, да? Well done, как говорится, да? Окей. This very nice place, guys. This very nice place. Ой-ой-ой-ой. Переворачивай. So. Ты в натуре дирижер, не? Так, ну все уже, почти все готово. Давай спросим потом у Хамзата от 1 до 10 Давай. оценку. Ну, он- Я думаю, он скажет, 10. Ну я Не, уже не. сколько раз ему жарю. я думаю, он 7 скажет. Рустам, ты как думаешь? Просто ты оцени, ты же тоже Ну кушаешь. как, на вид что ли На оценить? 10 он готовит, да. Реально 10 он готовит? Да, готовит. С опытом, да. Вот он не похож на шашлычник. Подожди, ты на Северном работал раньше? Ой, мужики. Самый мощный. Запах какой, а? Запах какой. Даёч, короче, молочки рта. Стейки для Хамзата втроем, брат. Для тебя специально. Шашлычку хвалит специально. Северный специально трансфер организовать. Ахмина, все, можешь перевернуть надо уже. Время же, брат, идет время. Как он сказал? Как сказал? А как ты сказал лимит? Что это ты говоришь? Collaboration. Я уже говорю, коллаборация.
Это роликсы и борз внутри. То есть они раскрыли прям, да? Получается. Не, они новые сделали. Это фирма такая делает. Это подарок? Да, подарок. Как вот вообще получать роликсы? Братьев. О, Нормально, хачапури кушать будет. Давай поедем. это мы сейчас куда едем? Можешь мне это место назвать? Это олимпийская база Кисловодске. Это, наверное, самая лучшая, где база, которую я был во всех местах. Это Реально? самое лучшее место для тренировок. Да. А кто обычно здесь проводит свои сборы, не знаешь? Да много, все олимпийские Борцы, да, чемпионы, наверное? там борцы, фигуристы, не фигуристы. Там все спорты есть, боксеры, не боксеры. Еще одна, в которой в этом, в Эльбрусе. Озон Озон Вилледж, да, Village. да, да, очень мне Это тоже тоже очень по понравилось. кайфу место. Для без суеты, без городской всей такой. Мгм. Чисто в спорт уходишь. И без телефона, без ничего, у тебя там дом. Ничего не отвлекает. Нет, чисто в спорт. И голова у тебя свобода такая, ну, Да, да, да. все эти личные вещи, да, уходят. Еда тоже очень вкусная, горная, все чистое, халял. Четко там все делают. Блин, смотри, здесь баскетбольные На площадки. высоком уровне. Тут все есть, не только Тут хоккей, футбол, все, что хочешь, найдешь. Но мы будем тренировать Там борьбу. есть даже площадки для сумоистов. Там, Да, спасибо для тебя большое. и там я нашел. Там, Пойду я в свое место, видимо. А без партнера как ты? Тамби. Да, 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 да. Тебе тамби нужен. Он сейчас хочет выдернуть это, да, попортить, а это сейчас мода такая, знаешь. Нитки, нитки А, это- отпускать. типа. Да. А смотри там. Свое безразличие. пока. Ты все портишь, дохом, да? Да оставь это. Разговоры в сторону, давай, разбудим сейчас тренироваться. Старший коуч на связи. Алихан тоже здесь на месте. Алейкум салам. Людей, да. Позывной Ганнибал. Очень, Компрессор Алихан. очень позитивное прозвище. Да, очень приятно. Это чтоб боец не вышел, да, до твоего боя. Да ну нафиг, там Ганнибал какой-то. Викинг. Так, Руслан, ну что, мы куда двигаемся? Принес свои? Конечно, со мной всегда моя ветровка. Первый раунд у тебя с Хамзатом борьба. Ничего себе. Хорошо? Ничего себе. Салам алейкум. Зелим, как? Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. О, вышел. Очень крутой зал. Посмотрите, вот боксерская зона, пожалуйста. Сумоист, реально сумоистская зона. Я не знаю, как это, что это. Октагон, клетка. Я же обычно почитаю груши. 18 груш. Зона для борьбы, пожалуйста. Просто приезжай в горы и тренируйся. Тебя ничего не отвлекает. Ты очень крутой боец. У тебя очень хорошая команда. Тебя все знают. Что-то захотелось сказать, что, ну, что это я про себя как будто говорю. Так круто быть Хамзатом Чимаевым, наверное. Ну чем смеются, брат? Что случилось? Над прической смеются. Не, очень крутая прическа. Нормально, четко. Мне нравится. Им тоже нравится. Просто вам завидуют. Реально смешная прическа. Не, нормальная прическа. Конечно. Вот так вот. Отлично. Вот так вот. Вот так вот. Брат, Вот так вот. метро Люблино. Коуч, Да, дорогой. ну что уже? Что сегодня будет, расскажи. Сегодня будет борьба до потери пульса. Реально, да? Борьба у сетки или Да, как? у стены. В данном случае у стены. Оп, пожалуйста. Маленький. Был водителем, а теперь уже спарить партнер. Ты такой, вот я, ну, молодец, реально, Ахмедхан. Очень разносторонний. Скорость видел? Это квартал что значит? Да, Хамзата спел. А, жилой комплекс. Я так понял. Это самый лучший застройщик в городе. О, круто, круто. Ну расскажи зрителям, кто вот сейчас смотрит, наверное, не знаю, вот про каждого бойца вот здесь. Давайте я начну с людоеда. Да, людоед, Хороший пожалуйста. человек. Очень, Выходит опять из же. вольной борьбы. Ну а как ты думаешь, ему нравится, когда вот вы все называете людоедом? Это хороший псевдоним, я тебе скажу. Вот для выхода на бой перед соперником вообще очень крутой Очень круто, псевдоним, очень да. круто, Давай очень дальше шикарно пойдем. будет. Дальше идем.
Людей где сейчас выступает? Так, он младшей лиги, ACA. Ян Иглс. Да, Да. 3 побед подряд. О, круто, круто. И вот Алихан, Алихан. Ну, Алихана уже знает. Алихан знает. экс-чемпион лиги ACA, первый претендент, Мгм. тоже готовится. Пожалуйста. Да, вот все бойцы ACA. Это Сулим Батала. Сулим Баталя, 93 килограммов, Ага. тоже пятерки. Да, последний бой я видел Сулима, Сулима, очень крутой был. А вот с Сулимом кто работает? Сейчас Абдурахман Джанаев, легенда Абдурахман Джанаев. рукопашного боя в данный момент выступает. Опять, ну, короче, все Все знаменитые... знаменитые бойцы, Собрались в одном ветераны, легенды тут. Ну, ты про Ису забыл. Иса, короче, из Стокгольма приехал. Сам он с Хасавюрта родом. Но он выступал в Европе. Выступал, да, выступал в Европе. Последний бой, кажется, был у него Dana White Series Contenders. О, круто, круто. Выступил, да. Так, это Джахар Что Дураев, тебя еще интересует? Вот Джахар Дураев Якуб 3 года Сулейманов. один раз дерется. Великий простой делает человек. Якуб Сулейманов сейчас подписали его по ФЛ, готовится. Ну и наша звездочка. Где он пропал? Что-то Ну его вот он нет. в белой футболке. Наша легенда. Ахмедхан скоро драться будет. В июне, да? Ахмедхан? Он заберет, он свой заберет. Запомните этого человека. А вот и Тихо, в сторонке. А вот и человек, разминается. ради которого все тут собрались. Наш любимец. Друзья, вот вышел немножко поснимать, что вокруг происходит. На самом деле база очень крутая, вот она огромная. Я не знаю, не передать, наверное, камерой, но все это находится прям на вершине гор, вот как видите. Как я знаю, владелец данной базы, наш друг Азамат, он вот выделил специально зал для Хамзата, чтобы никто не отвлекал, не было посторонних лиц и проводили свои сборы. Первый раунд пошел. Второй раунд. Такой Сколько у нас раундов всего? 12 раундов. 12 раундов по Ну, поскольку мы сейчас на лайтовом режиме, Да. по 3 минуты. Да. 3 минуты. Ну, вполне нормально. the drip, 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 drip. Y'all want the drip, drip. I know the faucet, I know the faucet. Y'all want the drip, 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 drip. Ребят, ну, я тебе, знаешь, что хочу сказать? Твой крайний бой просто что-то чем-то был, брат. Знаешь, эксперты, там некоторые деятели говорили, что нет, не получится. Ну, ты перевернул прям игру. Как Я скажи? знаю, что многие не верили. Но мы должны верить в себя тогда, когда все нас не верят. Так что Ну, кто следующий? Как тебе вообще? Какие у тебя знаю, планы? щас Расскажи. посмотрим. Пока что с Лигой не общался насчет этого. Сейчас пока будем помогать Хамзату. Да. Бой. И после боя, как Хамзат заберет пояс, после уже турнира. Ну, у тебя есть вот перспектива, мысль, чтобы вот за океан тоже перебраться? Ну, конечно, хотелось бы. Да, посмотрим, что будет. Пока что, да, поэтому ни с кем ничего не говорил. Да. Пока особо об этом не думаем, но Ага. если появится такая возможность, да, конечно, посмотрим. С Хамзатом планируешь в Америку полететь? Да, есть желание, если Да. получится, если жизнь дадут. Конечно, просто хочу помогать ему. Пока что тут есть много молодых ребят, которые с ним работают. Но под конец Да. все равно придется с ним пару спарринг провести много. Слушай, ну вот начало кемпа, как ты вот состояние Хамзата сейчас Не, оценишь? алхамдулилля, сейчас мы потихоньку набираем форму. Еще рано, чтобы там, поэтому потихоньку набираем. Все, я не отвлекаю, не Все отвлекаю. нормально. Готовить, потихоньку набираем форму. Альберт, ну как проходит кемп? Хоть и начало, расскажи. Я думаю, что эти ребята уже в форме, хотя до боя еще очень много времени. Молодые набирают опыт, Хамзат оттачивает свои навыки. Я думаю, что это лучший кемп. А ты сам, вот нету желания у тебя ворваться в клетку, когда ты видишь эти тренировки, вообще не тянет тебя? Конечно, меня тянет, но об этом я думаю, что через месяц я дам знать. Уже будут новости. Да. Ну, когда эксклюзив можно для наших зрителей, Альберт? Тебя ждут. Нет, дело Смотри, в том, как что ты просто... думаешь, да, телевизор? Новости. Дело в том, что просто у меня чуть проблемы со здоровьем. Если я смогу их решить в течение месяца, Да. то я начну
полноценные тренировки. А если я сейчас скажу, с кем-то я хотел бы подраться, там этот бой подняли бы, я сказал бы, нет, у меня еще там проблемы со здоровьем, и я соскочил бы, это было бы неправильно. Поэтому чуть подождем. Сулим, последний твой бой очень шикарный был. Вот я это нокаут увидел, мне даже вот чуть-чуть жалко было твоего соперника. Расскажи, вот какие дальше планы, что думаешь, с кем бы хотелось подраться? Ну, сейчас у меня в июле с Эльмаром Гасановым бой. Сказали уже. Вот на это готовлюсь, на бой с Эльмаром. Хочу дальше, как обычно, побеждать. Да. Уверен в себе, это тоже победа, в этом победа. Слушай, ну вот твой друг Адлан Ибрагимов, он чемпион в твоем весе. И у них скоро бой будет с Муслимом. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы Адлан выиграл, но и все-таки за пояс захочется тебе подраться, наверное, чтобы Муслим был. Ну, если честно, я хочу, чтобы Адлан выиграл. Да, Адлана там есть еще много. Пока я не буду спешить. Да. Хочу драться, там Сильва есть, Фаридун есть, там. Так, Адлану желаю победы, обязательно выиграть. Как ты вот оценишь сейчас кэмп, форму Хамзата? Хамзат очень сильный. И мне тоже с ним очень большой опыт, да. И спасибо им всем. Ты весь кэмп планируешь здесь выйти? Да. Да? Все, удачи. Ждем тебя снова в клетке. Все-таки я понял, почему ты людоед сейчас. Хамзат, как тренировка прошла? Как оценишь? Как обычно? В понедельник всегда забиваешься после отдыха. Чуть-чуть руки подзабились. Сегодня ребята свежие пришли. Ну ты меняешь, у тебя каждый новый был твой оппонент. Надо отдыхать, когда я борюсь, потом свежий выходит. Ну, чтобы форму побыстрее набирать. Когда человек в первом раунде, даже без техники, сильный, сложно бывает. Ну, он силу использует. Когда уже организм чуть подуставший, где техника нужна. Кто из твоей команды, вот ты сейчас выделил бы из молодых ребят, на кого стоит присмотреться? Ну, если присмотреться, все ребята такие особенные. Он довольно серьезный. Да, конечно. Молодые, хорошие, перспективные ребята. И есть ветераны, Альберт, Абдурахман, Абу-Бакар. Я в том числе скоро буду ветераном, как уже больше 30. И будешь передавать свой опыт. Да, как вчера казалось, чтобы я в UFC попал 26 лет, уже 31. Ну, что поделать, жизнь летит. Ребята, всех хороших, которые я увидел, по крайней мере, они со мной, ребята. Слушай, ну вот с возрастом ты ощущаешь, что ты мудрее становишься, чем старше? Ну, это да, всегда так бывает. Человек больше видит со своими годами, да, и потом понимает. Ну, больше жизнь понимаешь, чем молодой. Не видишь. А так бывает, старики 100 лет не умные. Такое тоже бывает, который сидит на одном месте, всю жизнь прожил, думает, что он со взрослым он умный. Ну, молодой тоже бывает умнее тебя. Это тоже надо понять. Ребята тоже молодые. На месте не сидят 100 лет. Хамзат, ну вот когда у тебя проходит борьба, допустим, и в какой-то момент ты злишься, ты можешь там представить свой какой-то бой? Визуализируешь ты как-то это? Ну, я никогда не визуализировал свои бои, не смотрел даже соперников так особо. Мои тренера смотрят, я всегда это говорил. Не люблю, не такой уж сверхъестественный фанат этого смотреть, там, сидеть. Да. Я знаю, что я буду делать, и это сфокусируюсь на этом, на тренировке. Даже особо мои соперники тоже особо нету там, чтобы они не знали, чего я буду делать. Вот так. Ну, злиться, человек всегда злится, мы люди. Да. То злишься, то радуешься, то плачешь, на всякое бывает в жизни. Но тут обид не бывает, да, вот когда какой-то ты... В зале, конечно, обид не бывает, потому что ты учишься. Когда кто-то тебя борет, когда кто-то тебя перебоксирует, да, то это значит, что ты отстаешь, тебе надо добавлять и учиться. Потому что если человек в чем-то лучше тебя, то это
знак тебе, что ты можешь таким же стать. Если человек что-то добился, то и другой человек тоже это может. Ничего невозможного нету, да? Ну, конечно. Ну, конечно, есть там, Бог всем дал свое телосложение, свою генетику. Там. Каждый может свое себе, кто-то может острым умом зарабатывать, а мы силой и умом по-разному бывает. Кто-то с камеры ходит. Да, кто-то с камерой ходит, бургеры кушает. Кому-то это дано, кому-то диета дано. Ну, вот я, знаешь, вот про генетику, ты вот, твоя антропометрия, вот все просто говорят, что у тебя самая идеальная антропометрия для бойца. Ты как считаешь сам? Там сейчас уже много ребят высоких, даже выше меня, в моем весе есть ребята, также Адесания выше меня. Но мы еще длину рук все-таки, гибкость, ты очень гибкий. Особо не гибкий, просто есть борцовские моменты, и кажется, что я гибкий. Потому что я перекидываю там ноги, то все. Есть чуть-чуть акробатика, а так гибкости я шпагат не могу делать, и у меня руки чуть деревянные. Спина тоже такая. Это ты сейчас специально, Хамзат? Не, я серьезно, если есть посмотреть ребят, которые могут делать вещи, которые так, например, Арман берет, он очень такой, как жвачка, очень неудобно. Жуешь, не дожуешь. Очень неудобный парень бороться грэпплинг. Кстати, смотрел схватку последнюю Армана? Я не успел посмотреть, потому что у меня встреча была с ним, и потом как хайлайт посмотрел. Достойные ребята оба. Тот парень, походу, тоже хорошо бьется, борется. Сказали, что хороший боец. Я особо не следил. Походу, ПФЛ? Да. ПФЛ, Беллатор или ПФЛ где-то дерется. Ну, сказали, не планируешь позвать? Взять ихнюю команду, Хабиба, там у них плохих ребят тоже нету. Все берут себе хороших ребят, и как я, все хорошие ребята, которые могли бы быть в моем лагере, все тут сейчас. Арман не планирует приехать к тебе? Арман сейчас в Америке, но он, скорее всего, сейчас, там добавится в команду. День борьбы вообще как тебе нравится? День борьбы? Да. Очень нравится. Да. Потому что у меня как бы борьба, я ударник сам, работаю с такими как Хамзат. Очень хорошо бывает, Альберт, там много опытных ребят здесь. Из-за этого, я думаю, свою слабую сторону я подтягиваю. А что еще вот больше всего в подготовительном сборе, какой элемент больше всего тебе нравится? Вот какой процесс? Подготовительно? Ну, конечно, мне сейчас, я как понимаю, вы на лайте, да? Ну, я тоже на свой бой готовлюсь. У меня в конце июня бой. Хамзату тоже помогаю. Ударки в основном. Борюсь с ними постоянно и свой дополняю тоже. Нравится, конечно, ударка, потому что я с детства ударки работаю. Стараюсь дополнять эту борьбу, чтобы борьба тоже слабая сторона не была. Первые 2 недели кемпа, пожалуйста. Вот эти все болячки. Вот это никуда не денешься, да? Да. А есть вот моменты, когда ты вот травмируешь, сейчас получаешь болячки, и вот утром просыпаешься и думаешь, да зачем мне это нужно? Конечно. Вот именно когда вот получаю травму, на второй день утром это все начинает очень сильно болеть. Один такой тренировку, другую тренировку я сделал, я не смог бороться с такой ногой. Одну тренировку пропустил, и все. А что мотивирует? Мотивирует вот желание выиграть, пояс забрать хочу. Если начал, хочется довести. Да, до конца хочется. Да. Ну что, как тренировка прошла? Доволен? Да, нормально. После тренировки, ну где-то Побили меня, минут 40 была некая конспекция, ты объяснял, ребята. Просто некоторые партии неправильно работают. Чуть-чуть там маленькие ошибки, это тебе дает то поражение, то победу. Надо правильно все делать. Маленькие моменты много чего меняют. Ну, то, что у меня получается, пытаюсь донести. Может и доносу, может и нет. Не, ну это очень грамотно было, кстати. Это можем показать зрителям? Нельзя. Нельзя? Это мои братья, чисто секрет. Хамзат, какой у тебя, вот от чего ты ловишь кайф после тренировок? Расскажи. У нас следующая тренировка. Как вот мотивировать себя после тренировки
идти на вторую тренировку? Это я для себя, брат. Не знаю вообще. Они привык уже. Идут на тренировку, как обычно. Ну, у тебя нет такого, что неохоты, нету желания, как у любого нормального человека? Наверное, есть иногда, просто больше нечего делать, все равно пойдешь на тренировку. Это моя работа. Короче, тебе просто скучно бывает сидеть Ну, дома, я да? буду дома делать? Сидеть и зря время терять, если не травмирован, если не болеешь. Почему зря время терять? Всегда хотел работать. Не только в спорте, там, в жизни, постоянно что-то полезное для себя делать. Слушай, я видел недавно твою неожиданную поездку в Грузию, и я как любитель футбола сильно на тебя злой был, что ты даже мне не сказал, что там будет Каха Каладзе, мэр Тбилиси, легенда Милана, очень известный футболист. Как эта встреча вообще произошла? Ну, там у меня и давно друзья были, если честно. Давно уже приглашали, не получалось. Раз в Эльбрусе был, так додумался, может на машине поехать, там все равно off-season был. Не тренировался, но не было сборов таких. Поеду на выходные, так поехал и со всеми друзьями встретился, с Кахой тоже встретился, очень порядочный такой достойный человек. Понравилось очень. Вроде как, знаю, его либо дети, либо племянники сильно хотели с тобой встречу, да, еще? Ну, там были разные дети, но его дети, по-моему, тоже там были, и я точно не разбирался там, кто чей сын. Наверное, в том встрече, где я с Кахой встретился, да. Тогда это его сын, наверное, был. А как тебе вообще Грузия? Очень гостеприимный народ. Даже мы, как в Грузию заехали, еще до Тбилиси доехать, там много часов, да. Наверное, 4 или 5 часов, я не помню, сколько мы ехали туда. Мы с другом остановились и в кафешку, покушать зашли, и там увидел, и он дрова несет, такая, маленькая деревня проезжала, и там видели маленькая кафешка такая, и дрова несет он, снег идет, дрова несет, как еда кавказская, он смотрит, дрова бросает, Хамзат, он на русском очень плохо разговаривал, такой душевный мужик, я чуть-чуть грузинский тоже понимал, что он говорит, там привет, там то все. Ну, это неожиданно тебя увидеть. Да, очень гостеприимно. Он сразу завел там хачапу и все это. Да, сразу домой завел. Да, домой завел меня. И покушали, посидели хорошо. Гостеприимность всегда на высшем уровне. Вот, говоря о Грузии, вспоминаешь Тапурию, это представитель Грузии, очень известный сейчас боец. Ты с ним вроде как давно знаком. Он тренировался в Альстаре вместе, вот до еще его всей известности. Когда вот тренировки ты его видел, ты видел этот потенциал будущий? Ну, конечно, просто тогда, в то время, этот был он хорошим топовым бойцом в Брейве, и как и я, мы оба там выступали. Видно было, потому что он такой пахарь и хочет добиться чего-то в своей жизни. И парень добился всех высот, которые можно было в этом спорте добиться. Ну, а как себе, вот многие как-то чуть недолюбливают из-за высказывания, а другие понимают, что это как бы он промотит свой бой, это как бы делает его известнее. Ну, если все молчали бы, такого интереса, наверное, и не было бы. Сам в жизни я встречался с ним, сидел, мы кушали и разговаривали. Порядочный парень, достойный парень. Все говорят про его бой с Исламом Махачевым. Ты как думаешь, хочешь ли ты этот бой, или может, чтобы он, с Арманом даже подрался лучше? Я хотеть, мне не хотеть, мне какая разница. Как зритель. Зритель, я особо так, как раньше, там сверхъестественно сидеть, смотреть все бои. Да. Конечно, Ислама бой, Тапури бой, это самые одних их, которых сейчас разговаривают, хотят фанаты этот бой. Наверное, я посмотрел бы, как фанат, был бы классно. Хороший бой получился, оба хорошие бойцы, хорошие и достойные друг друга. Громкий бой был бы как будто. Да, конечно. Но если бы это было в одном карде с твоим боем? Мне без разницы, да? моем, не моем. Я свои деньги зарабатывать иду. Но весь мир ждет твоего анонса боя с Дюплесси, все про это говорят. Может, ты нам раскроешь какие-то детали? Да, я сам жду, не знаю, пока что сказали, скоро анонсировать, не анонсировать, там непонятно, что и происходит. Там тот тренер говорит, я в партере готовлюсь, то все. Видел в Твиттере, всякие. Там тренер говорил, что они готовятся к войне на земле в партере. Ну, это какая земля, не знаю.
Где они готовятся? Мы убивать готовимся там. А они что, не знаю, что делают. Ну не задевай тебя вот такие высказывания, Хамзат. Да Я просто нет, раньше, давно- помню, тебя давно, задевало. Да, раньше бывало. Ну, когда человек давно в этом спорте, наверное, понимает, учится многим вещам и становится мудрее. И не секрет, и со мной так происходит. Когда раз человек он не знаменитого, не такого спортсмена, как я, раз бросить его в тот уровень, где я сейчас, он с ума сойдет. Потому что там слишком много хейта хорошего, там и в жизни всякие многие чего получается, и там давление, то все. Это потихоньку человек туда поднимается и привыкает к этому, и потом легче становится. Слушай, ну вот была информация, что у него травма, кто-то пустил слух, и сразу появился наш старый знакомый Кайо Баральо, который тут же захотел выйти на замену. И ты очень так смешно как-то на это отреагировал. Конечно, я не буду говорить, что я видел в зале в Швеции, да? Про Кайо с Кайо Баральо. хороший парень, если честно. Ну, я понимаю, его хайпа хочет, деньги хочет. Со мной бы это гарантирован $1 миллион для него. Поэтому он с кем-то другим подерется, там сколько заработает, $200 000. Поэтому ему 5 боев сделать, чем один бой. Ну да. Его побили, это все лучше для него, наверное. Слушай, ну вот когда ты тренируешься с бойцами, когда ты обмениваешься опытом, по сути, ну, дружишь, и вот такие моменты происходят, как с Кайо, допустим. Раньше бывало, чтобы я близко принимал бойцов, которых там в зал приходили, брат называли. Там. Сейчас понимаешь, с возрастом там в этом спорте очень много лицемерий. Там у тебя нету братьев, которых с тобой соревнуются, и потом тренируются, потом соревнуются, и они становятся твоими как будто врагами. Там. Ну, враг это совсем другое, но в спортивном там плане становишься твоим соперником. И потом начинают болтать, там то все. Я на тренировке это то. Ну ты так, получается, уже не слишком приближаешь к себе тогда. Не, я просто кто проходит, бьем его, отправляем домой. А так у меня есть свои чеченцы, братья, со мной тренируются, и мы близко дружим, общаемся и отдыхаем вместе, и тренируемся вместе. Ну, я не понял, кстати, вот Белала Мухаммада, который изъявил желание с тобой подраться, он говорил про какое-то зелье, которое у него есть, да? При этом я знаю, что, ну, все знают, что он отказался драться с Махачевым. Как ты отреагировал, когда, по сути, ну... Да ничего, я просто приколнулся. Человек метр с кепкой хочет со мной 8-4 подняться еще. Так приколнулся, пони закинул. Он уже низкого роста там. У тебя, вот, кстати, есть какой-то вот боец, вот с кем бы тебе было бы интересно подраться? Условно говоря, как пример, ну, Хабиб все время говорил, вот Сен-Пьер. Сен-Пьер, есть ли у тебя такой боец? Может, там в лучшие времена Майк Тайсон или вот не думал ты? Особо раньше были такие, я думал, там, с этим хочу, то с ним четко было бы, это было бы. Сейчас я думаю, ну, понимаю, все это как бизнес и работа, и зарабатываю на этом, и ничего серьезного там, личного ничего нет. Все люди, это обычные люди, которые, все бойцы, это обычные люди, просто натренированные, и у каждого своя техника, своеобразная. Бывает интересно спортивно составляющая, а так, как фанатеть с кем-то подраться, там, с ним что-то это такое историческое было. Нет у меня такого. Если даже было бы, я не знаю с кем, с самим собой, наверное. Слушай, ну странно, что нет. Вот было бы вот твое желание. Просто вот я вижу, что ты сам не вызываешь особо никого. Обычно тебя вызывают. Раньше я вызывал, потому что раньше, когда я вызывал, все говорили, понтуется там, то все. А сейчас, когда меня кто-то вызывает, он мог бы Хамзата выиграть. А что, тот не понтуется, а я понтуюсь, когда кого-то вызывают. Но вот как будто, знаешь, доброту за слабость. Доброта, не доброта. Где надо, мы добрые, где надо, мы жесткие. Это тоже мне без разницы, как они думают, как они не думают. Я вообще в общем числе и говорю, когда мне вызов бросает кто-то, это нормально принимают. Да. Ну, это спорт. Когда я кому-то вызов бросаю, это там... Резонанс. Да, в религию туда тягивают, там, он чеченец. Хамзат, ну потому что от тебя идет хайп, и все хотят его поймать. Вот, я думаю, вот это только ответ. А без хайпа что они сделали? Наверное, меня забыли. Хамзат, Бивол, Бетербиев, третий бой, как ты думаешь, нужен? Я не знаю.
Очень оба достойные ребята и в жизни, и в спорте. Для нынешней молодежи, как они бокс показали и в жизни себя показали, это очень нужная вещь. Очень достойные ребята. Конечно, как спортсмен хотелось бы посмотреть, и как, что такие два человека друг другом дрались, не хотелось бы. Уже почти как 2 месяца не стало великого борца Бувайсара Сайтиева. Я знаю, что ты постоянно ездил на кемп, слушал советы, был рядом. Расскажи, вот какие воспоминания приходят, когда ты вспоминаешь Бувайсара? Какой-то совет, может, случай? Да, вспоминать он же мурашки, да, по коже. Да. Не только совет, он в жизни много чего, много молодежи и на Кавказе показал. Очень умный, порядочный, очень достойный человек был. Такие люди не так часто рождаются. Если взять меня, он в жизни, я учился много чего. Даже когда Бувайсар одевал какие-то борцовки синие, красные или что-то, я пытался их одевать. Я помню даже здесь, у меня как у него борцовки. Мне это было такое, знаешь, на такого равняться на такого человека было там сверхъестественно, что-то такое в детстве это было. И как повзрослели, как мы начали чуть-чуть друг друга знать и узнавать, и встретились, и вообще очень удивился. То, что я всегда думал хорошо, а как встретился, это было что-то. Очень такой человек. Всегда хотелось быть рядом, слушать, просто слушать, сидеть рядом. Он такую спортивную жизнь прожил, которую, наверное, никто не проживет, как он. И советы тоже давал, потом... Ну и самые сложные времена он продвигался. Да, и, для нашего народа, конечно, очень сложные времена были, и в голове, наверное, напряжение такое было, идет война, и тебе надо выступать и радовать своих домашних людей, которые сейчас в трудный момент. Наверное, ему досталось очень трудное время, и он достойно это прошел. Хамзат, что бы ты сказал своим фанатам, болельщикам, которые за тебя переживают, ждут тебя, искренне болеют за тебя? Я знаю, очень таких много, мне постоянно пишут, просят передать тебе просто слова благодарности, что мы тебя ждем. Вот что ты им сказал бы? Ну что, пусть не переживают. Чтобы они жили своей жизнью. Зря время не теряли на других людей. Ничего сказать. Ты их обрадуешь скоро. Иншаллах.